Привет! Мне нравится плести фенечки холодными зимними вечерами, вкладывая в сотни узелков свои любовь и тепло. Это видео должно было выйти в декабре, поэтому не удивляйтесь новогоднему декору. В закрепленном комментарии под этим видео я оставлю тайм-коды. По ним вы сможете найти ответ на конкретный вопрос в случае, если что-то из этого видео вы уже знаете. Лучше всего для плетения фенечек подходят мулине. Помимо того, что нитки бывают обычных цветов, можно также встретить нити с градиентом. Видите, вот здесь есть плавный переход оттенков. А также металлизированные нити. Сегодня мы с вами научимся плести простые фенечки косым плетением, а также вот по таким схемам. Если вам сложно подобрать цвета, сложно придумать, какие цвета вы хотите использовать, есть два волшебных слова. Цветовая палитра. Например, вы хотите новогоднюю фенечку. Идем на Pinterest и вводим наш запрос по-английски. С этой картинки, например, я взяла вот это сочетание цветов. Конечно, не супер новогодний вариант, но тоже очень красиво. Или, например, пишем «зима, цветовая палитра» по-английски, потому что так мы получим намного больше результатов. Если вы не знаете этот язык, у вас всегда есть Google переводчик. Пишем ключевое слово и добавляем к нему два уже известных вам. Есть также расширение для хрома, позволяющее создавать подобные палитры с любого изображения из интернета. Например, у вас есть какая-нибудь памятная фотография, цвета которой вы хотите взять, или вам нравится сочетание цветов просто на какой-то картинке. Расширения бесплатные, и им можно пользоваться на любом сайте. Но давайте вернемся к фенечкам. Я рекомендую начать плести фенечки вам вот с таких простых в полоску. Именно на них вы можете набить руку, а потом уже разбираться со схемами. У мулине есть два торчащих хвостика. Надо аккуратно потянуть за тот, который сбоку, а не в центре. Так у вас получится аккуратно вытащить нитку. Длина нити зависит от того, сколько всего ниток вы берете и какой длины должна быть фенечка в итоге. Я обычно отрезаю по метру, а для фенечек из 8 нитей и больше беру где-то 1,20 м, а то и 1,5 м. Мне так просто спокойнее. Хотя, даже если какой-то нитки вдруг стало не хватать, это не критично. Ее можно привязать так же, как мы с вами привязывали, добавляли нить при сшивании листов в видео про сшивание листов. Я оставлю ссылку на него в описании. Первую нить я отмеряю по линейке, а все последующие уже по обрезанной первой нити. Так получается намного быстрее. Крепление фенечки для плетения – это отдельный вид искусства, и вам нужно будет найти тот способ, который будет удобен именно вам. Я чаще всего закрепляю нити на английской булавке, причем на той части, которая не открывается. Этот вариант довольно многофункционален. Можно прикреплять на штаны, которые не жалко, за одеяло, можно чем угодно придавливать или приклеивать скотчем к столу такое крепление. Если вы хотите оформить фенечку как браслет, нити можно сразу поместить в зажимы для лент или привязать к чендлеру. Причем на одно колечко можно сделать несколько нитей. Кто смотрел мое видео про фурнитуру для бижутерии, уже видели этот пример. Правда, там я закрепила нити очень неаккуратно, но это было давно. Но пока я привяжу нити к булавке. Я делаю это на самый обычный узелок. Очень важно в данном случае оставлять хвостики нитей достаточно длинными, чтобы потом заплести косичку для завязывания фенечки. Нити нужно крепить в том порядке, в котором вы потом хотите, чтобы они были у вас в браслете. Я закрепляю все вот на такой белый матовый скотч. Он неплохо держит и при этом потом довольно легко отходит от поверхности, совсем не оставляя следов. Сейчас для удобства съемок я закрепила нити вот в такие моточки, но обычно я так не делаю. Вы же можете попробовать оба способа, как скреплять, так и не скреплять нити, и выбрать тот вариант, который будет вам удобнее. Итак, берем первую нить, которая у нас будет ведущая, и следующую за ней. Та нить, которая оплетается, в данном случае это красная, должна быть натянута, а работаем каждый ряд мы одним и тем же цветом, ведущей ниткой. И сейчас у меня это зеленая. Красная нить натянута, а зеленую кладу вот таким образом на нее. А дальше поднимаем в получившуюся петельку. Получается вот так.
Красная нить натянута, а зеленую подтягиваю вверх. Получился первый узелочек, и теперь нам надо это повторить. Кладем, обматываем, красную нитку держим натянутой, а зеленую тянем вверх. Затягиваем. И в конце лично мне нравится растягивать вот так в стороны обе нити, потому что от этого узелки получаются ровнее и аккуратнее. Дальше берем следующую по ходу нитку. Она пока болтается, но мы сейчас ее прикрепим. Все точно так же. Бежевая натянута, кладем сверху согнутую зеленую, просовываем ее снизу вверх, бежевая нить по-прежнему натянута, и ее не будет видно, кстати, и затягиваем наверх. Еще раз повторяем эти действия и тянем наверх и в стороны. Бежевую откладываю, чтобы она не мешала, и беру следующую по ходу нитку. В наших действиях нет ничего нового пока. Мне удобно зажимать нить вот так большим пальцем. И дальше прямую нить держу этими же большим и указательным пальцами. Вот, мы сделали первый ряд, и зеленая нить у нас ушла в конец. Новой ведущей нитью становится самая левая. В моем случае это красная. Обматываю соседнюю нить. Бежевая натянута, а красная идет наверх. Второй узелок, обматываю, тяну наверх и в стороны. Как видите, каждую нить мы обматываем по 2 раза. Это важно. И так можно продолжать, продолжать и продолжать. Вот такая тоненькая фенечка получается. Видите, у нас одна нитка рабочая, 3 оплетаемые, и поэтому ширина фенечки всего 3 узелка. Мы сейчас плели с вами все время в правую сторону, и полосочки у нас получаются косые, отсюда и название этого плетения. Но можно также плести и в обратную сторону, справа налево. Для этого ведущую нитку мы берем справа и делаем все то же самое, но уже в другую сторону. Коричневая нить у нас натянута, зеленую кладем поверх, просовываем снизу вверх и затягиваем наверх. И надо не забыть второй узелок. Зеленая нить идет справа налево поверх коричневой, просовываем, затягиваем наверх и в стороны. И переходим к следующей нити. Если так плести несколько рядов вправо, потом несколько рядов влево, потом опять вправо, потом влево, у вас получится фенечка зигзагом. Когда вы поймете основной принцип вот этого завязывания узелков и набьете руку, можно переходить к фенечкам по схемам. Во всех схемах есть стрелки. Они означают, с какой стороны мы берем нитку и в какую сторону мы ее переводим. Есть также двойные стрелки, я их еще называю поворотными. Они идут то в одну сторону, то в другую. Как вы помните, мы с вами все время делали по 2 узелка. И вот эти стрелки означают, что первый узелок у нас идет в одну сторону, а второй узелок мы завязываем уже в другую сторону. Сейчас на практике все поймете. Схема, которую изначально я брала для плетения, была перекрашена и, судя по всему, обрезана, потому что она отображала лишь половину всего узора, а я поняла это, когда уже начала плести. Для тех, кто плетет фенечки давно, не составит труда сориентироваться и продолжить плести по такой схеме, потому что она неполная в данном случае в связи с тем, что узор один и тот же, а цвета разные, и человек знающий, он может в своей голове просто перекрасить, по сути, эту схему. Но вот новичка это может поставить в тупик. Схема полная, если верхний вот этот вот ряд совпадает с нижним, чтобы мы могли подставить еще раз этот узор и сплести его необходимое количество раз, не прерываясь. Здесь же, как я вам уже сказала, я не обратила сначала на это внимание, но потом нашла полную схему и перекрасила ее на скорую руку сама. Про перекрашивание схем я тоже, кстати, расскажу в этом видео дальше. Итак, первое, что очень важно, это то, что расположение цветов нитей должно совпадать вот с этим первым рядом. То есть у меня вот 2 фиолетовых, серая, 2 голубых, серая и 2 фиолетовых. Для начала мы берем 2 фиолетовых нити. Здесь все очень просто.
Стрелка начинается слева, значит и ведущую нить мы берем слева. И направляем эту нить всегда вправо, как показывает стрелка. Вот в этом моменте и вот в этом. Сделали два одинаковых узелка, и теперь эти нитки можно отложить. Я, если плету за столом, то перебрасываю нити по другую сторону ног, чтобы они не путались у меня с теми, которые мне еще предстоит завязать. Дальше берем две следующих нити. Как с ними работать, нам показывает следующий кружок. Здесь то же самое. Ведущая нитка у нас левая, и ведем мы ее вправо. Завязываем два узелка вправо. Кружочек окрашен в серый цвет, потому что у нас получился серый узелок, потому что рабочая нить была серая. А оплетали мы голубую, которая осталась внизу. Именно это и отображено на схеме. Откладываем эти две нити и берем следующую пару. Здесь уже стрелка идет справа налево, а значит и рабочая нить у нас будет правая серая, и направляем мы ее согласно стрелке всегда влево. Ну а с фиолетовыми двумя нитями вы уже знаете, что делать. Ура! Первый ряд мы закончили. Теперь переходим на второй. Самая первая фиолетовая нить, как видите, у нас не задействована на схеме, а значит мы откладываем ее пока в сторону. Работаем с фиолетовой и голубой, и согласно схеме фиолетовая оплетает голубую, и мы получаем фиолетовый узелок. Откладываем в сторону эти нити и переходим к следующим двум. Здесь все просто уже и, надеюсь, понятно для вас. И не забывайте, что при затягивании узелков надо всегда держать хорошо натянутой оплетаемую нить. Самая правая нить на схеме у нас также не задействована, а фиолетовая с голубой переплетаются справа налево. И ура, мы сделали еще один ряд. Далее переходим на третий, и вот тут у нас встречается поворотная стрелка. Значит, первый узелок мы завязываем слева направо, затягиваем его, а вот второй узелок той же рабочей нитью, что у нас затянуто наверху сейчас, мы делаем уже справа налево. Таким образом у нас получается фиолетовый узел. И фиолетовая нить осталась слева, а голубая справа. Далее просто продолжаем плести по схеме, а когда дойдете до последнего ряда схемы и закончите его, вновь начинаете первый ряд. Для того, чтобы фенечка получилась ровная, надо натренироваться с одинаковой силой затягивать узелки, и тогда фенька будет выглядеть аккуратнее. Заканчивать плетение мне нравится самыми простыми косичками. Есть разные способы оформления фенечек по краям, но мы поговорим о них в другой раз. Так как я привязываю фенечку на неоткрывающуюся часть булавки, мне приходится развязывать вот эти узелки, и это порой занимает кучу времени. Но такое крепление мне удобнее, потому что так фенечка держится ровнее, если булавку за что-то цеплять. Чтобы косичка начиналась у фенечки ровно, я уделяю особое внимание ее началу. Делю нитки на 3 части и среднюю поднимаю наверх, а боковые аккуратно перекрещиваю. Дальше кладу, натягивая верхнюю, и уже из такого положения начинаю плести косичку. Так она начинается аккуратно и ровно посередине фенечки. Чтобы это закончить, я завязываю узел из боковых нитей вокруг той, что посередине. И потом еще один, с одной из боковых нитей и той, что была до этого посередине. Для надежности я промазываю узелок капелькой суперклея. Вот такая фенечка получилась, и я нашла одну из своих старых фенечек, где как раз таки мне не хватило длины одной нити.
И я просто привязала на двойной узел еще одну нить на изнанке и обрезала длинные хвостики. А снаружи это получается совсем незаметно. Следующий вопрос – это где брать схемы? Их можно найти кучу на Пинтересте, но на самом деле там они появляются с одного и того же сайта. Вот с этого. Там можно найти схемы по количеству нитей, цветов и рядов. И этих схем там столько, вы себе не представляете. По-моему, они появляются там каждый день. Более того, на этом сайте вы можете составить свою собственную схему. Можно менять количество нитей, их направление и цвета. Прикиньте, сколько фенечек можно сплести. Лично мне удобнее распечатывать схемы для фенечек. Их можно везде брать с собой, делать пометки, например, на каком ряду вы остановились сплести в предыдущий раз, если у вас очень длинная схема вашей фенечки. В телефоне, конечно, тоже их можно иметь, и они тогда точно всегда будут с вами, но мне удобнее на телефоне открыть какой-нибудь видос и параллельно плести по моей распечатанной схеме. Если у вас короткая схема, например, вот такая, где всего несколько рядов, то вы вообще ее быстро выучите и сможете плести без подсказки. Схему можно также распечатать в черно-белом варианте и перекрасить ее в нужные цвета. Ведь бывает так, что вам нравится узор, но вот сочетание цветов вообще не в вашем вкусе. Раскрашивать я вам советую по ниткам. Берем один цвет и ведем его до самого низа. Так вы не запутаетесь. И особое внимание уделяйте цвету узелков. Мы обязательно продолжим тему фенечек ближе к лету. Поговорим про их декор и про создание браслетов с фенечками. Ну а пока, надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Большое спасибо моим спонсорам за поддержку. Я вас всех вот так вот люблю. Пока!